Немножко раньше я записала видео по вязанию круглого мотива. Ссылка на это видео будет в описании. Сегодня я вам покажу, как я использую этот мотив, когда вяжу слитки. По кругу мотива у меня 72 петли. На мысок оставляю 13 петель. Набираю на лицевой стороне на спице 2,5 с помощью крючка 13 петель. Вяжу изнаночный ряд. Первую петлю снимаю, дальше все лицевые петли. Последняя петля также лицевая петля. Буду вязать боковые части с подошвой. Надо сделать прибавки. Первую петлю снимаю. Одна лицевая петля. Одна прибавка. В начале ряда всегда делаю прибавку через 2 петли от начала вязания. 9 лицевых петель. В конце ряда также не довязываю 2 петли и делаю прибавку. Добавляю одну петлю. 2 лицевые петли. Кромочная также лицевая. На спице у меня 15 петель. 13 было в начале и 2 я добавила. Поворачиваю на изнаночную сторону. На изнаночной стороне первую петлю снимаю, далее вяжу все лицевые петли, включая кромочную петлю. Добавленные петли вяжу за переднюю стенку. Прибавки делаю только на лицевой стороне. Прибавляю петли до тех пор, пока на спице не будет 59 петель. На спице у меня 59 петель. Продолжаю вязать подошву с боковыми частями уже прямо, без прибавок.
Вяжу нужного мне размера. Мне надо 22 сантиметра. Это на 37-38 размер. На пятку оставляю 2 сантиметра. А вы вяжете столько сантиметров, сколько вам надо на ваш размер. Провязала я 74 ряда. От мыска, если померить, то будет 22 сантиметра. Платочная вязка сильно растягивается, поэтому надо учитывать растяжку. У вас может быть больше или меньше рядов. Вяжите по своему размеру. Приступаю к вязанию пятки. С левой стороны 24 петли оставляю и отмечаю маркером. У меня на спице 59 петель. Потом с правой стороны вяжу 23 петли. В центре не провязанные 12 петель. Можно на пятку оставить и больше. Вяжу 2 петли вместе за заднюю стенку. Осталось 10 петель. Вязание повернула. Первую петлю сняла. Потом вяжу 23 лицевые петли. Последняя краевая, также лицевая. Всего 24 петли с правой стороны, так же, как и с левой. Первую петлю сняла. Вяжу 22 лицевые петли. Всего 23 петли. Двадцать четвертую петлю провязываю вместе лицевой петлей с центральной петлей. До маркера в центре у меня остается 9 петель. В предыдущем ряду было 10 петель. Каждый ряд уменьшается на 1 петлю. Вязание повернула. Первую петлю сняла. Вяжу до конца ряда 23 петли. Так делаю до тех пор, пока все петли не уберу. Мне надо убрать все центральные петли до маркера. Все петли, которые были посередине, я убрала. Теперь у меня с двух сторон одинаковое количество петель, по 24 петли. Необходимо соединить две стороны пятки. Правая и левая сторона должны быть на разных спицах. Вяжу 24 лицевые петли. Перегибаю две
стороны и складываю их изнаночной стороной вверх. Снимаю крючком с 2 спиц по 1 петли. На крючке 2 петли. Провязываю их вместе столбиком без накида. Повторяю. Снимаю петлю с 1 спицы, потом с другой. На крючке 3 петли. 3 петли провязываю вместе столбиком без накида. Таким образом вяжу всю высоту пятки. Закончила вязать. Закрепляю воздушной петлей, нить обрезаю. Скрепляю маркером то место, до которого буду соединять. Прикрепляю на изнаночной стороне бежевую нить между мыском и подошвой. Соединять буду эти 2 части крючком, бежевой нитью. Беру 1 петлю с мыска, 2 с подошвы и соединяю их столбиками без накида. Вяжу, пока не дойду до того места, где отмечено маркером. Так соединяю 2 стороны. У меня 23 столбика без накида. Верхнюю часть мыска обвязываю столбиками без накида. Соединяю столбиками без накида вторую боковую сторону с боковой стороной мыска. Соединять надо аккуратно. Петельки должны быть друг напротив друга. Также должно быть
как и на той стороне 23 столбика без накида. Обвязываю низ мыска. Захватываю только одну петлю мыска, петли подошвы не трогаю. Дошла до того места, откуда начинала обвязку. Глухая петля, первый первоначальный столбик. Бежевую нить отрезаю. Присоединяю красную нить вот в этом месте, с внутренней стороны стопы, на стыке мыска и боковой части. Обвязываю красной нитью столбиком без накида весь мысок. Обвязку делаю на внешней стороне следков. По кругу 56 столбиков. Посередине 16 столбиков без накида. Боковые части и пятку обвязываю глухими петлями. Довязала до мыска. Делаю соединительную петлю. Воздушная петля и поворачиваю вязание для обвязки еще одним рядом с внутренней стороны следка. Второй ряд обвязываю столбиками без накида.
В конце ряда соединительная петля. Красную нить отрезаю. В работу беру круглые спицы потоньше. Это двойка. На пятки прикрепляю синюю нить. По периметру я набираю на спицы петли так. Из двух нижних петель столбика без накида вытягиваю по одной петле. Третий столбик без накида пропускаю. Потом опять с двух следующих столбиков без накида вытягиваю по одной петле. Пропускаю один столбик. Таким образом набираю петли до конца ряда. В конце ряда я набираю 8 петель в каждую петлю столбика нижнего ряда. У меня получилось 72 петли. У вас может быть другое количество, в зависимости от того, какой длины вы делали следок. Верхнюю часть следков буду вязать узором резинка 1 на 1. Вязать буду на круговых спицах номером 2. Первые два ряда вяжу с синей ниткой. Одна петля лицевая, одна изнаночная. Повторяю так до окончания ряда. В третьем ряду прикрепляю бежевую нить. Вяжу резинку. Одна лицевая петля, одна изнаночная. Так вяжу весь ряд. Бежевой нитью надо провязать 6 рядов. Прикрепляю бирюзовую нить. Вяжу один ряд. Резинкой 1 на 1.
Во втором ряду буду делать зубчики для украшения. 2 петли вместе лицевой, 1 накид. И так весь ряд. 2 петли вместе, 1 накид. Третий ряд. 1 лицевая, 1 изнаночная петля. Где накид, вяжу изнаночной петлей. 1 лицевая, 1 изнаночная. Так до конца ряда. После ажурной полоски буду вязать чулочной гладью бирюзовой нитью. Надо провязать 15 рядов. Если хотите, чтобы верх больше завернулся, вяжите 20 рядов или 25. Пятнадцать рядов чулочной гладью провязала. Теперь закрываю все петли. Одну петлю провязала, потом вторую провязала также. Протянула через вторую первую петлю. Потом опять следующую петлю провязала. Протянула через нее ту петлю, которая была на спице. Связала я вот такие следки. Спасибо вам за просмотр. До свидания, до новых встреч.